Какой вы представляете себе квартиру холостяка? Базовый набор мебели вместо декора, куча разбросанных по комнатам вещей. Конечно, это все устаревшие стереотипы, ведь если у человека есть вкус или деньги, а лучше и то и другое, он может позволить себе такой интерьер, который приятно впечатлит любого гостя. Сегодня речь пойдет о двухкомнатной квартире площадью 73 квадратных метра в ЖК «Мегаполис». Жилье от застройщика предлагалось со свободной планировкой, были выделены только два санузла – гостевой и хозяйский. Поэтому одной из главных задач дизайнеров стало разделение пространства на несколько функциональных зон. Получилась небольшая прихожая, перетекающая в кухню-гостиную, и спальня, совмещенная с рабочим кабинетом. Второй задачей было создать эффектный интерьер, способный впечатлить всякого сюда входящего. Для этого дизайнеры взяли за основу оттенки серого и разбавили его изумрудным и лазурным цветами. В прихожей мы использовали керамогранит, он смотрится хорошо и практично. Чтобы она казалась просторной, мы повесили зеркала на всю высоту стен, в том числе довольно интересное панно, составленное из осветленного стекла и стекла графитового цвета. Хранение одежды организовали в гардеробной комнате. Она состоит преимущественно из открытых полок с врезной подсветкой для более удобного доступа в дальние места, объясняет арт-директор дизайнерской студии Дикин. Гостиная отделена от коридора речной перегородкой, которая является еще и декоративным элементом. Похожий узор повторяется и на спинке дивана. Главная изюминка этой комнаты – импровизированный подиум, выполненный из каленого матового стекла. Это практичный и не скользкий материал. Чтобы зона казалась уютной, предусмотрели небольшой спуск и выкрасили все в черный. На стенах гостиной дизайнеры применили декоративную штукатурку, на потолке установили встроенные светильники. Кухня выполнена по индивидуальному заказу. Акцент сделан на фартук из итальянского керамогранита, столешница из того же материала, фасады из крашеного МДФ. Стол в обеденной зоне имитирует камень и перекликается со штукатуркой в зоне подиума. Темно-графитовые стулья не привлекают внимания и смотрятся лаконично. Спальня получилась идеальным местом для сна, отдыха и работы. Кровать за счет утопленного в стену каркаса и подсветки снизу смотрится легкой и парящей. В зоне сна имеется несколько вариантов освещения. В комнате предусмотрено много систем хранения и над кроватью, и над рабочим столом. При этом они не перегружают пространство. Как я уже говорил, в квартире два санузла – хозяйский и гостевой. Последний более интересен с точки зрения визуала, в нем используется ярко-красная плитка. Ну а теперь самое интересное – сколько же стоит вся эта красота? По словам арт-директора студии дизайна, весь ремонт обошелся хозяину в 4 миллиона рублей. Итак, друзья, а что вам понравилось в этой двухкомнатной квартире? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. И обязательно подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен, ссылку оставлю в описании. А с вами был Бариман, всем добра!